Теперь, когда команды названы, я хочу объявить, что в честь открытия лагеря мы решили сделать для всех торт со спядями. Однако вашим сегодняшним испытанием будет собрать как можно больше этих ягод. Команда, собравшая меньше всех, лишится одного из ее игроков. У вас будет 5 часов на выполнение этого задания. Испытание начинается сейчас! В принципе, вырастить спяди за это время возможно. Но как мы сделаем это без семян? У меня есть типа идея. Я знаю, что вдоль течения этой реки есть завод по производству спятевых конфет. Мы можем ограбить его. Тебе правда позволяет сделать это совесть? Они конкуренты моего папы, поэтому все честно. И вовсе нет! Это противозаконно! Мы ни за что не будем... Во-первых, если мы преуспеем с этим делом, то точно обгонимся по количеству спядей. А во-вторых, все лучше ботанского выращивания ягод. Поэтому давайте строить плод. Ладно. Но если мы проиграем, то я не причастна. Как же нам найти эти ягоды? Что если мы не найдем способа получить их? Тогда нам придет конец. Он придет в любом случае, поэтому можно не волноваться так сильно. Ребята, успокойтесь, у нас же есть настоящий маг в команде. Кристалли, можешь наколдовать нам спядей? Нет, это очень сложное органическое соединение. У меня даже не хватит маны на это. Однако, я могу попробовать наколдовать семена. Это было бы здорово. Спидикуса парере! Фух, я истратила всю ману. Мне надо прилечь и отдохнуть. Хорошо, спасибо за семена. Теперь команда, нам нужно заняться садоводством. Вау, ребят, вы это видели? Она буквально наколдовала семена. Если мы получим ее книгу, то сможем сделать так же. Я могу принести ее. Вот. Вау, как ты это сделал? Меня не зря называют гиперактивным. Ладно, нам осталось лишь наколдовать все семена. Все-таки идея с краш спядей отличная. Это испытание будет для нас легким призом. Однако на постройку плота ушел целый час. А с такой скоростью мы можем не успеть вернуться вовремя. Я и так гребу изо всех сил. А есть идея! Что ты творишь? Теперь у нас есть парус! Так мы доберемся до завода куда быстрее. Кто сказал тебе, что я согласна быть парусом? Тряпочка, пожалуйста, потерпи. Это для блага команды. Ну, если так... Вот и отлично. Это работает! Еще бы! Магнитик, я падаю. Помогите! Я не убегу! Божечки, спалите ее кто-нибудь! Это ужасно мерзко смотреть на мертвых объектов. Эх, беру же ботанов в команду. Я даже не знаю, как поблагодарить тебя. Просто постарайся не быть балластом для команды, хорошо? Но ведь идея с парусом была весьма неплохой. Должно быть, я слишком слабо завязала узлы. Похоже, что теперь всем нам придется грести, чтобы успеть доплыть. Всем, кроме Магнитика. Так у нее даже нет рук. Стоп. Это что, моя книга заклинаний? Эти заклятия вообще не работают. Как у Кристалли вообще что-то получилось? Может, попытаешься читать справа налево? Отличная идея. Стоп, что? Как вы смеете красть мою книгу заклинаний? Она передавалась из поколения в поколение моей семьей. Это самое ценное, что у меня есть. Ладно, забирай ее. Все равно она бракованная какая-то. Вот облом. Это несправедливо. Спокойное чаепитие выигрывают лишь за счет колдовства. Тогда и мы должны играть по их правилам. И что ты предлагаешь делать? Обокрасть их, что ли? Вафель, ведь можешь думать, когда хочешь. Какой план? Я, ты, Часик, Резиныч будем пытаться утащить саженцев у чаепития, а вы, девочки, подготовьте ямы для них. Для их команды? Чего? Для саженцев, конечно. А, хорошо. Так, у нас уже выросло 15 саженцев. Я схожу к себе за удобрениями, потому что эти ягоды заслуживают большего ухода. Точный инцидент. Охраняйте левую часть грядки. Санвей громкоговоритель, вы следите за правой. Скоро вернусь. Ребят, вы правда думаете, что на нас кто-то будет нападать? Напасть на тебя всегда может кто угодно и когда угодно. Это верно.
Смотрите, я, Часик и Резиныч идем обворовывать Сэндви громкоговорителя, так как, украв 8 из 15 саженцев, мы гарантируем себе победу. Я натягиваю на лицо Сэндви пакет, а потом мы быстро обчищаем их огород. Вафель, ты в это время отвлекай Точь и Изолента. По местам! Блин, я так хочу обокрасть огород, но его сторожит Изолент. Эй, я вообще-то тоже тут. А, прости, я тебя не заметил. Но я стояла прямо перед тобой. Тебя легко спутать с лужей или с черноземом. Сейчас я покажу тебе чернозем. Круто, спасибо. Извиняйте, что в сей момент произошло? Если Бамбук спросит, то скажем, что это были кроты. Так, ждите здесь, я подам вам знак, когда повяжу Сэндви. Ты что-то хотел? Отлично сработано. Мне кажется, чужая команда только что вырубила Сэндви. Попался кузов. Вау, похоже, мы вырвали всех охранников в этой части грядки. Мы что, так и оставим их лежать здесь? Ну, у меня есть идейка. Команда, я вернусь. Что тут произошло? Это все кроты. Скорее, скоты! Скажите, как у них получилось украсть большую часть саженцев? Видимо, правая часть нашего коллектива не справилась с поставленной задачей. Но как насчет того, чтобы контратаковать наших обидчиков? Как ты собираешься атаковать их, когда половины нашей команды нет? Так, давайте я сам закончу выращивание спядей, хорошо? Ладно, но если что, то зови нас. Ага, обязательно. Скажи, какие твои первые впечатления от лагеря? Прости, но я не обязана отвечать тебе. Ты в лагере впервые, да? Это объясняет твою недоверчивость к всему новому. А тебе какое до меня дело? Я помню свой первый день в лагере. Я боялась даже выйти из своей комнаты и начать говорить с кем-либо. Однако потом один обжиг сказал мне, что нужно просто быть собой и не бояться начать разговор, ведь все страхи лишь в нашей голове. Что же, я думаю, в твоих словах действительно есть доля правды. Не может же каждый второй желать тебе зла, да? Мы вернулись, нам удалось урвать аж 9 саженцев. Теперь мы точно не будем проигрышной командой. Мы приплыли! Наконец-таки! Теперь приступаем к ограблению. Помните, что нам нужно быть максимально тихими и скрытными, чтобы, не дай бог, не активировать систему охраны. Я слышал, что сейчас все заводы оборудованы роботами-убийцами. Да ладно тебе. Это всего лишь небольшой заводик. Вряд ли у них есть такие дорогие охранники. Черт, тут за столом металлоискатель. Получается, что лишь тряпка, Клап и Клема смогут пройти дальше. А как же, типа ты? У меня металлические очки. Мне повезло. Я без понятия, как вы собираетесь грабить завод в таком составе, но главное это аккуратность. Мы подождем вас около плота. Тут так много дверей. Как понять, какая из них ведет на склад? Это элементарно. Наверняка складом является самая дальняя комната, так как грабители всегда начинают проверять комнаты, которые находятся в самом начале. Тогда мы будем проверять двери по левой стороне, а ты по правой. Ладно, но если нужно будет кому-нибудь навалять, то зовите. Это немного напоминает склад. Что за ерунда? Включи свет, кто бы ты ни был, иначе будешь иметь дело со мной. Что происходит? Спасите! Тут ничего, здесь ничего. Какой вообще смысл в этой комнате? Вот и она, последняя комната! Вот и спяди. Как всегда, я оказалась права. Ты кто? Стоп, ты не картинка с пядей? С пядей? Это ограбление? Я думаю, что мне пора бежать! Эй, вернись! Наконец-то склад! Отлично, теперь осталось найти тряпку и крем. Спасайся, кто может! Что за... Почему дверь заперта?
Ты собрался победить нас мертвым? Как мило. Ого, Смузи, тебе тоже нравится Object Beasts? Пау, я даже не думал, что кто-то помимо меня любит слушать эту группу. Прямо считает их песни тупыми. Наши девочки там уснули, что ли? Испытание уже близится к концу. Где их носит? Действительно мерзко смотреть на мертвых объектов. Быстрее, на плот! Вы еще пожалеете, что связались со мной! Фух, еле выжили. Я даже не буду спрашивать, как до такого дошло. Тем не менее, нам осталось лишь вернуться обратно. Плывя по течению, мы точно успеем сдать ягоды. Брат, у меня тут что-то пикает на лбу. Это... бомба! Мы отлично постарались. Теперь нужно просто отнести ягоды к хостам. Часик, как самый быстрый член команды, ты это сделаешь, хорошо? Конечно! Я все еще не могу поверить, что нас так бессовестно обокрали. Не волнуйтесь, малыши, вас я в обиду не дам. Извиняюсь, вы только что говорили с ягодами? У нас с ними ментальная связь, ясно? В любом случае, нам лишь остается надеяться, что повелители вселенной запарят испытания. Я предполагаю, что я еще смогу послужить в угоду нашей команде. Приветствую вас, господин Часик. Здорово, Изолент. Надеюсь, что ты не зол на нашу команду за недавнее ограбление. Ох, вовсе нет. Я лишь хотел спросить вас об одной вещи. Но сейчас я уже понял, что это полный вздор. А что за вещь? Ох, видите ли, господин Часик, один мой приятель утверждает, что без руки предметы не умеет кидать. А если умеет, то невозможно плохо. Да и это полный вздор. Это без руки кидать не умеют? Да я сейчас закину все эти ягоды прямо на тот стол. Извольте, не стоит. Я... не смог. Ничего страшного. Я уверен, что вам просто не повезло сегодня. Что? Как ты заставил Часика сделать это? Полно вам, будто так сложно переиграть 10-летнего ребенка. Простите, ребят, я не знаю, что на меня нашло. У нас теперь есть лишь 3 ягоды. Что? Как так? Я не знаю, чего ты ожидал от 10-летнего ребенка. Да, прости, Часик, я явно переоценил твои возможности. Остается лишь надеяться, что мы будем не последними. Что произошло? Похоже, на Клаве была бомба. Мы точно не сможем плыть дальше на таком плоту. До конца испытания осталась 1 минута. Черт, у нас почти получилось. Эти ботанки точно не успеют догрести своими ручонками. Что нам делать? Что нам делать? Слушай, у тебя нет с собой зарядки от телефона? Есть, но она у меня одна. Можешь, пожалуйста, дать мне ее? Не знаю. Ты уверен, что в этот раз у тебя все пойдет по плану? Я сделаю все возможное, чтобы это было так. Хорошо, вот. Теперь крепко держись за плот и за ящик. Но что ты собираешься сделать? Придать нам ускорение. Что происходит? До конца испытания осталось 5, 4, 3, 2, 1. Вот. Похоже, что все команды выполнили испытание. Путешественники, вы принесли меньше всего спядей, поэтому ваша команда проигрывает. Что произошло? Мы проиграли? И откуда у меня эти усы? О, смотрите, кто проснулся. Тебя вырубили путешественники, но не волнуйся, мы уделали их. Точнее, нам повезло, что Изолин сумел спасти нас в последнюю минуту. Серьезно, вам всем нужно серьезнее относиться к этой игре. Простите, я поступил очень глупо и не буду против, если вы все проголосуете против меня. Часик, стой, все в порядке. Черт, этот парень был таким активным и полезным, а в конце совершил столь глупую ошибку. Я понимаю, что тебе жаль этого ребенка, но прими факт. Он самый слабый из нас. Если ты правда хочешь видеть в своей команде несокрушимых воинов, то первокласснику тут явно не место. Приветствую вас, путешественники. Я так понял, что ваше путешествие к спокойному чаепитию не закончилось успехом. Как хорошо, что 1 день с вашего прибытия уже прошел, и мне больше не придется беспокоиться о вашем мнении. У нас есть право на собственное мнение? Уже нет, поэтому идите в кабинку для голосования и выбирайте участника, который, по вашему мнению, должен покинуть сегодня лагерь. Я надеюсь, что все не будут голосовать против Часика из-за такой оплошности. Мне еле удалось успокоить его. К тому же,
В нашей команде есть куда более бесполезные объекты. Естественно, я голосую против Часика. Как смеет этот выскочка влезать в нашу с Маркером дружбу? Посмотрите, я такой бодрый и веселый. Время ему утекать домой. Что? Где это я? Неужели я в том месте из моего странного сна? Мне надо голосовать? Это выборы старосты класса или что-то типа того? Все участники вашей команды проголосовали. Объект, набравший наибольшее количество голосов, покинет лагерь навсегда. Все остальные получат по дольке яблока в качестве приза, даже несмотря на то, что почти в него не вкладывались. Мы можем уже перейти к сути? Конечно. Первый голос идет против Часика. Второй голос Резиныч. Третий голос Маркер. Четвертый голос Резиныч. Пятый голос Часик. Один голос остался. Именно он решит, кто же первый из вас уйдет из игры. И позорное звание первого вылетевшего получает... Резиныч. Прости, но ты вылетаешь с 3 голосами. Вы 5 получаете свои дольки яблок. Так это была не летняя школа? Для тебя это уже не важно. Пошли со мной. Теперь ты будешь жить в доме вылетевших. Здесь ты сможешь отдыхать, болтать с другими вылетевшими объектами и наблюдать за игрой на трибунах через телевизор. Ладно, я все равно ничего не понял. Приятного тебе отдыха. Финишный флаг, спасибо тебе огромное за то, что проголосовала вместе со мной и Часиком. И прости меня за мое дикое поведение в начале. Все в порядке. Я понимаю, ты нервничала. Да, надеюсь, что мы еще сможем сойтись. Конечно. Конечно. Я не могу поверить, что мы проголосовали против Часика. Давать ему столь ответственное задание было в первую очередь моей ошибкой. Хватит винить себя в его проколах. Это задание было элементарно. Если я правда хочу иметь сильную команду, то мне нужно натренировать ее. Так, ребята, у меня мало времени. Голосуйте за участников в проигравшей команде, который должен получить приз в следующем эпизоде для испытания. А еще посмотрите обязательно сцену после титров, и в описании еще донат есть, так что да. Все, мне пора... А можете, пожалуйста, возродить мою команду? Без проблем. Магнитик. Ух, Термос, мне очень жаль, что ты умер во время крушения плота. Мне пришлось сделать это. Ты шутишь? Это было обалденно! Я никогда еще не разгонялся до такой скорости. К тому же ты смогла спасти нашу команду в самую последнюю секунду. Выходит, что не все ботаны одинаковые. Термос? Да? Можешь уже не употреблять слово ботаны в качестве оскорбления. Вау, вот это дух. Брат, не волнуйся. Твоя сестра всегда защитит твои стрелки. Даже если для этого придется дружить с финишным флагом. Ты лучшая. Наконец-то этот рабочий день закончился. Что за...
Кто засорил унитаз туалетной бумагой? Хотя, в этом лагере действительно все отлично.